Глава 61. Залечь на дно, пока все не уляжутся. Уже через несколько дней после того, как торговое чудо завладело фабрикой семьи Ду, они открыли производство ламп. При ежедневной и непрерывной работе фабрики торговое чудо могло производить больше 10 тысяч ламп в день. Производительность торгового чуда увеличилась в 10 раз. Мэн Цинь стала скупать небольшие фабрики и совершать массовые закупки материалов. Аптека Южного неба и магазин символов Южного неба получили финансирование. Они стали приобретать мастерские. Гильдия алхимии и гильдия символов стали вербовать талантливых людей, предвещая официальное открытие. Торговое чудо создало себе отличную репутацию, авторитет Чутяня в городе Южного неба стал выше прежнего. Но Чутянь не расслаблялся, потому что настоящие проблемы только начались. Когда Наньгун и лично навестил его, то первым делом сказал: «Есть кое-какие новости. В центральном государстве уже знают, что вы убили старейшину семьи Ло». Все были поражены, Наньгун и казался встревоженным. «Это хорошо, что ты привлек к себе внимание, но ты вызвал и гнев, так что ситуация не улучшилась. Она ухудшилась, так что будь готов, что тебя в любой момент настигнет месть». Мэн Цинь нахмурила черные брови. Эти две семьи ни в чем не уступают семье Э. Если они объединились, то противостоять им будет трудно. Сестра, о чем ты беспокоишься? Мэн Ин слепо верила в Чутяня. Даже если они сильнее, они не смогут иметь дело с Чутянем. «Ты не можешь говорить наверняка», — вздохнул Наньгун. Раньше Чутянем интересовались только две семьи, и он не был для них проблемой. Теперь, когда семьи возмущены, ситуация совсем иная. Наньгун был прав. Семья Чу, семья Ло, семья Э. 4 великие семьи центрального государства были осиным гнездом, которое не стоило ворошить палкой. Они могли расправиться с человеком и не понести никакой ответственности. Чутянь проявил, мягко говоря, невежливость. Он вспорол им брюхо, даже не посетив центральное государство. С этими семьями нельзя было шутить, у них была власть. Многие бойцы пробужденной души боялись их. К тому же, он копья в спине защититься трудно. Если они пришлют убийц, то Чутяню будет трудно сбежать. 3 семьи могли разрушить бизнес торгового чуда, прикрываясь борьбой с Чутянем. Это было серьезным испытанием для молодого торгового чуда. «Я отправлю семье письмо и попрошу прислать еще людей», — сказал Наньгун и сделал паузу, но до имперского города несколько тысяч ли, а до центрального государства лишь тысячи ли. Нельзя потушить пожар, который бушует под боком, если вода далеко. Наньгун Юн нахмурила брови и сказал: «Тогда что мы здесь делаем? Мы не можем сидеть, ожидая смерти». Мэн Цинь предложила: «Мы можем спрятать Чутяня, чтобы избежать большинства конфликтов. Они не смогут принять ответные меры, если не найдут его». Наньгун и все еще был мэром, и если 3 семьи пойдут на открытое столкновение, то он будет в него втянут. Защита торгового чуда. Защита Мэн Цинь и Мэн Ин. Наньгун был уверен в своих целях. Все думали, чтобы помочь Чутянь решить проблему. Чутянь зевнул, словно его тянуло спать. «Мисс, вы не хотите помочь мне и отвезти меня на черный рынок? Я хочу посмотреть, нет ли там каких-нибудь полезных материалов». Наньгун удивился. «Ты хочешь пойти на черный рынок?» Мэн Цинь быстро сказала: «Ты не можешь. Мы можем защитить тебя, пока ты остаешься в городе Южного неба, но если ты уйдешь». Чутянь рассмеялся. «Почему я должен беспокоиться? Подождите несколько минут, я сейчас вернусь». Чутянь вел себя так, словно принял не те таблетки. Через несколько минут перед ними появился юноша, одетый в синее. «Малютка Лужень приветствует вас. Кто это?» Ему было меньше 20 лет, над большими глазами виднелись кустистые брови, лицо ничем не выделялось. Это был крайне обычный человек, которого нельзя было заметить в толпе. Имя у него было действительно хорошее. Мэн Ин подошла к Луженю и некоторое время осматривала его, хватая за щеки, дергая за волосы, постепенно впадая в ужас. Ты Чутянь?» Чутянь смеялся. «Похоже, моя маскировка неплоха». Он изменился внешне, стал совсем другим человеком. Как такая техника маскировки могла существовать? Наньгун Юн спросила: «Как ты это сделал?» Чутянь улыбнулся. «Ничего, кроме одного лекарства и уникальной маскировочной техники. В следующий раз я научу вас этому». Если они выйдут, ни один человек не сможет узнать в нем Чутяня. Он превратился в другого человека. Чутянь сказал, оглядывая их удивленные лица: «Вы должны помнить. Меня зовут Лужень, я бродячий боец. Я попал на черный рынок случайно, поэтому решил попытать удачи. Я вас не знаю и не имею к торговому чуду никакого отношения». Высокий уровень, действительно высокий уровень, он действительно мог обмануть каждого. Черный рынок находится в долине трупов. Наньгун несколько боялся. Долина трупов — несчастливое место. «Ты много о нем знаешь».
что из себя представлял черный рынок, особый рынок, который выходил за границы обычного рынка. Если иностранцы хотели торговать в городе, им не только нужно было пройти мучительные бюрократические процедуры, но и платить высокие налоги, количество товаров было ограничено, чтобы не нарушать баланс местного рынка и спасти от разорения местных коммерсантов. Количество караванов было строго ограничено, чтобы не допустить проникновения шпионов под видом продавцов. Эти жесткие ограничения породили черный рынок, находящийся на нейтральной территории. Туда можно было отправить любой караван, там не было никаких ограничений и налогов. Сокровища, которые крали или отнимали у местных жителей, везли на черный рынок, чтобы продать там. Постепенно черный рынок разросся, королевство часто пыталось подавить его, поэтому никто не решался строить черный рынок на открытых местах. Большинство черных рынков располагались в непроходимых, а иногда даже опасных местах. Долина трупов была как раз таким местом. Наньгун не объяснил. 5 или 6 тысяч лет назад в Долине трупов располагалась штаб-квартира грозной демонической секты, которая совсем неожиданно исчезла. По всей Долине трупов разбросаны смертельные ловушки. Это очень опасное место. Черный рынок построили на руинах древней секты. Чутиня это заинтересовало Наньгун и продолжал. Говорят, что в Долине трупов мертвецы не гниют в течение 10 лет, потому что наполняются энергией инь, звучит довольно страшно. На лице Мэн Ин показался ужас. Несмотря на то, что когда-то они были людьми, стали они монстрами, полностью потеряв человеческие инстинкты. Говорил Наньгун И. Их нельзя считать живыми существами, чем дольше они живут, тем сильнее становятся. Десятилетние трупы достигают силы первого уровня совершенного тела. Каждые 10 лет они достигают нового уровня. У Долины трупов 1000 лет истории, за год там может появиться несколько тысяч трупов. Мэн Цинь Ву нахмурила темные брови. Люди знали, что черный рынок существует, но не знали, что там настолько опасно. Чутянь не мог заставить стражника отправиться туда, где бродят одичавшие трупы. Трупы — это было даже интересно, Чутянь ни капли не испугался, я уже знаком с вещами такого рода. Просто расслабьтесь, у меня есть способы бороться с ними. Изначально он хотел пойти на черный рынок, чтобы испытать удачу. Это был не просто черный рынок, это было место, где погибла древняя секта. Наньгун издался, поняв, что Чутяня не отговорить. Чутянь был находчивым, но слишком сумасшедшим. Впрочем, глупым он не был и обладал некоторым благоразумием. Чутянь готовился 2 дня, из-за чего его набор талисманов, склянок с лекарствами и таблеток напоминал набор бродячего бойца. Деньги он взял 500 тысяч золотых монет, приготовления подошли к концу. Чутянь покинул город Южного неба. Путешествие вело его на север. Шел Чутянь несколько дней. Наконец он прибыл в город Черного камня. Город Черного камня был ближайшим городком, от которого можно было дойти к Долине трупов. Здесь проживало меньше 100 тысяч человек, половина из которых были приезжими учениками, которые хотели набраться опыта в Долине трупов, торговцами или бродячими бойцами, которые искали удачи. Чутянь прогуливался по городу Черного камня, прислушиваясь к новостям о Долине трупов. Продаются эликсиры, лечебные травы, эффект которых вас приятно порадует. Продаются звериные сердца высшего качества. Появился контрабандный товар, ты должен это видеть. Город Черного камня населяло множество мелких торговцев. Городок был далек от центров власти, так что контроля здесь почти не было, а бизнес никто не сдерживал. Продавалось много краденого, но при наличии терпения можно было найти даже сокровища. Последние новости. На черный рынок вошли караваны секты Черной Луны. Они привезли много трав, оборудования и боевых техник, возможно, у них есть даже сокровища. Им не нужны золотые монеты, они просят лишь сердце трупов. Если у тебя достаточно сердец трупов, ты можешь купить все, что угодно. Все были поражены, услышав эту новость. Страна Южного лета была крохотной страной. Великая страна Чжоу, откуда пришли караваны, была гораздо больше. Страна Южного лета не могла сравниться с ее мощью. Если секта великой страны Чжоу привозила товары в страну Южного лета, то даже самые обычные товары были здесь редкостью. Чутянь был сильно взволнован. Он должен был попасть на черный рынок как можно быстрее. Но попасть туда было не так просто, как казалось. Долина трупов кишела скрытыми ловушками, там было много опасностей, и весь путь мог занять даже больше 8 или 10 дней. Поэтому нужно было найти гида или кого-то, кто хорошо знал местность. Но где он мог его найти? Глава 62. Охота и убийство. Бойцы запрудили центр города Черного камня, повсюду стоял шум. Всего одна новость о том, что пришли караваны из великой страны Чжоу, и каждый решил опробовать свои возможности, попытаться приобрести немного материалов у секты величайшей нации. Трупы инь были свирепы, охотиться на них в одиночку было слишком опасно.
Бойцы-одиночки временно объединились в команды. Словно они хотели воспользоваться шансом. Леди Цайде ищет рекрутов. Несмотря на то, что она новичок, ее сила создала ей серьезную репутацию. Парни, вы хотите попробовать? Ты тупой. Они же все ненормальные, а 4 из них достигли 9 уровня совершенного тела. Ты смеешься. Куда уж нам до них с 7 уровнем? Тихо. Успокойся. Ты видишь, что здесь Динь Фэня? Как с ним можно конкурировать? Бойцы, растеряв все нетерпение в испуге, попятились. В образовавшемся пространстве стояли 2 человека. За спиной у девушки висел длинный меч, платье отливало всеми цветами радуги, а ее характер был невероятно нежным. Несмотря на то, что ее не считали достаточно красивой, ее глаза ярко горели, придавая ей привлекательности. Слева от нее стоял крепкий мужчина, держащий гигантский боевой молот. Справа от нее стоял темнокожий юноша с 2 короткими мечами и длинным луком за спиной. Девушка в радужном платье сказала всем: «Нашей команде не хватает одного человека, мы ищем кого-нибудь с 9 уровнем совершенного тела». Всем осталось лишь вздохнуть. Сколько людей в городе Черного Камня достигли 9 уровня, девушка добавила: «Мы отправляемся за сердцами трупов, добычу в конце поделим. Кто-нибудь хочет попробовать?» Некоторое время стояла тишина, а затем вперед вышел сильный и высокий мужчина, который высокомерно произнес: «Раз у этих бесполезных ничтожеств нет смелости, почему бы не отдать это место мне, Динь Фэню?» Это Динь Фэнь с железной ладонью. Его техника железной ладони невероятно мощная. Да, не стоит с ним бороться. Все в толпе боялись этого человека. Цайде чувствовала сильную ауру Динь Фэнь, но она все же крикнула: «Кто-нибудь хочет попробовать?» Мы говорим с сильными. Кто-нибудь желает попробовать? Динь Фэнь стоял, скрестив руки, на его лице было написано высокомерие. «Мисс Цайды, вы думаете, что здесь есть кто-то, кто превосходит меня? Мы должны убивать трупы инь вместо того, чтобы тратить время на этот мусор». Эта фраза пробудила в людях ярость. Какое самодовольство! Позвольте мне попробовать. Крупный мужчина с саблей в руке выскочил из толпы. Холодное лезвие взлетело и устремилось к голове Динь Фэня. Какой жалкий навык! Динь Фэнь ударил ладонью, которая сверкала металлическим сиянием, по лезвию, заставив саблю согнуться. Лицо крупного мужчины наполнилось паникой. Я проиграл. Это не остановило Динь Фэня. Он сильно ударил мужчину в грудь, и его кости прогнулись. Он больше не мог вдохнуть воздуха и теперь задыхался, боясь, что не выживет. Это постигнет каждого, кто бросит мне вызов. Холодно улыбнулся Динь Фэнь. Кто-то не согласен. Пусть выйдет ко мне. Толпа испуганно сделала шаг назад, все лица перекосились от страха. Какая мощь! Это техника железной ладони. Динь Фэнь был широко известным бойцом совершенного тела. Счастливая встреча помогла ему изучить технику железной ладони, и сила его была немалой, раз он смог погнуть даже саблю. Он был крайне жесток, и никто, знающий это, никогда его не провоцировал. Крупный мужчина напрашивался на неудачу, Цайда была немного разочарована безжалостностью Динь Фэня. Это была не схватка на выживание, не было необходимости в таких жестоких ударах. Но силу Динь Фэня она одобряла, раздался нежный голос Цайды. «У тебя есть сильная техника, ты достиг 9 уровня совершенного тела, ты полностью отвечаешь нашим требованиям. Мы рады приветствовать тебя в нашем отряде». Получив похвалу красивой женщины, Динь Фэнь загордился. Как эти отбросы могли стать соратниками леди Цайды? Естественно, это место принадлежало мне. Такая дикая наглость, люди чувствовали возмущение, но не смели заговорить. Динь Фэнь чванливо пошел вперед, но из толпы раздался мягкий голос. «Подожди-ка». Из толпы вышел юноша, которому было меньше 20 лет, с вполне посредственной внешностью и горящим взглядом. Динь Фэнь замер и обернулся, на его лице отражался гнев. «Ты знаешь, что я с тобой сделаю, мелкое отродье?» «Чёрт возьми!» Этот ублюдок действительно был высокомерным, Чутянь нахмурил брови и отчетливо сказал: «Думаю, я больше подхожу этому отряду, так что мне придется попросить тебя уйти». Не смерти ли он искал? Почти подросток посмел сказать такое Динь Фэню в лицо, этот слишком импульсивный юноша окончательно разозлил Динь Фэня. Цай кратко да мягко пыталась убедить его: «Брат, мы ищем лишь бойцов 9 уровня совершенного тела. Ты не кажешься слабым, но ты не дотягиваешь до 9 уровня. Разве вы не говорили, что вы обращаетесь к силе?» Решительно сказал Чутянь. «Думаю, я здесь самый сильный». Все затаили дыхание. Мужчина, держащий молот, расплылся в улыбке. Этот мелкий паршивец довольно интересен. «Ты смеешь так вести себя со мной?» Дыхание Динь Фэня стало тяжелым,
его взгляд наполнился злобой. «Не знаю, чем мне восхищаться, твоим мужеством или твоей тупостью. Раз ты так хочешь умереть, то я помогу тебе». Его руки покрылись металлическим блеском, тяжелая ладонь врезалась в тело юноши зазвенело, словно ладонь Диньфэня ударила по огромному колоколу, тело Чутянь вспыхнуло звездным светом. Диньфэнь жалобно вскрикнул, отлетев на несколько футов. Внутреннее повреждение, сломанные руки. Эта сцена повергла всех в ужас, сила ладони Диньфэня была удивительной. Однако, ударив юношу, он отлетел в сторону, получив серьезные травмы. Чутянь, покрытый блеском звезд, смотрел на девушку в радужном платье. «Меня зовут Лужень». Свидетель. Что за странное имя? Цайде трудно было скрыть панику. Ты практикуешь сильную технику обороны. Ты можешь противостоять атакам более высоких уровней, ты невероятно жесток. Настолько профессионален, что можешь присоединиться к нам. Меня зовут Цайды, этот исполнен носит имя Сянху, а эту скучную тыкву зовут Дитянь. Цайде было около 20 лет, а она была темпераментной красавицей. Чутянь смотрел на нее лишь 2 секунды. Она тоже носила маскировку, но ее метод был слабее, чем у него. Может быть, Цайды когда-то изуродовали, она маскируется, чтобы выглядеть красивой. Чутянь решил не высказывать этого. Разве вы не говорили про 5 человек? Не хватает еще одного. Его зовут Байдзи Мо, он несколько раз был на черном рынке и хорошо знает местность. Его уровень высок, он уже на 9 уровне совершенного тела. Он один из гениев центрального государства, он может сражаться с людьми, как ты. Пойдемте. Увидимся с ним, небольшой вход в город. Байдзи Мо был одет в роскошные одежды из белого шелка. За спиной висел длинный меч, ручка которого была инкрустирована драгоценными камнями. У него на голове была нефритовая корона, а кожа была чистой и ухоженной. Он совсем не выглядел как боец-одиночка. Байдзи Мо мучило ожидание. Почему так долго? Что вы творите? Байдзи Мо поднял брови, увидев Чутяня, на его лице показалось отвращение. Я позволил вам найти помощника, а вы вернулись с этим отбросом. Он не достиг даже 9 уровня совершенного тела, он будет нас только задерживать. С ним лучше не иметь дел. Пусть он сейчас же уйдет. В этом мире уважали силу. Байдзи Мо разошелся, но его возмущение было оправдано. Цайде было неловко. «Цзимо, не сердись, брат Лужень немного молод, его уровень невысок, но он практикует особые техники». Его не ранили даже железные ладони Диньфэня. Рослый Сянху приблизился. «Брат Бай, мы видели это своими глазами». Он не увернулся, а использовал свою оборонительную технику, чтобы ранить Диньфэня. Правда. Если это так, то имя Диньфэню — разочарование. Сказал Байдзи Мо, в глубине души ощущая зависть и страх. Этот мальчик смог ранить Диньфэня, Байдзи Мо все же был недоволен. Что ж, раз так, то в худшем случае ты сможешь быть живым щитом. Пора. Байдзи Мо обернулся, не глядя на Чутяня. Мы должны попасть на черный рынок до наступления темноты. Цайде деловито посоветовала Чутяню. Такой уж у него характер, не спорь с ним. Сянху тоже пытался успокоить его. Члены его семьи занимают на черном рынке серьезные позиции. Он с рождения был силен, неудивительно, что он так высокомерен. Говорят, он несколько раз был на черном рынке, он поможет нам дойти спокойно и избежать опасных зон. Чутянь кивнул. Он и в самом деле был не против. Байдзи Мо действительно был высокомерным, он был на пике 9 уровня совершенного тела. Чутянь был лишь на 8 уровне. Однако сила так называемого гения Байдзи Мо была на одном уровне с силой Чуй, с которым хоть и было трудно иметь дело, но все же удалось разобраться. Город черного камня окружала пустошь, которую заполняли мертвые деревья и мертвая тишина. Ветхий пейзаж, лишённый жизни. Молчание прервал Дитянь. Будьте осторожны, впереди несколько трупов инь. Он практиковал особенную технику, которая развивала его способности, помогающие распознать трупы инь. Он всегда знал про их приближение раньше остальных. Из каменных руин шли несколько скрюченных монстров, их тела, покрытые темной ци, внушали ужас. Их тела были высохшими, увядшими трупами, кожу покрывал белый мех, на пальцах чернели длинные когти, на искаженных, совсем нечеловеческих лицах горели зеленым демонические глаза. Это были трупы инь, уровень можно было определить по цвету шерсти. Трупы, достигшие уровня совершенного тела, были покрыты белой шерстью, а те, что достигли уровня пробужденной души, носили черную шерсть. Некоторые утверждали, что видели кроваво-красных трупов инь, но это, конечно же, были просто слухи. Алые трупы появлялись раз в 1000 лет. И если они появлялись, то у города Черного камня и Черного рынка возникали проблемы. Судя по их инь, им 40 лет.
Ладно, давайте двигаться дальше. Глава 63. Столетний труп. Эти трупы, которым было 30-40 лет, сформировались недавно. Скорее всего, они были трагически погибшими бойцами-одиночками, чей уровень был не выше 3-го или 4-го уровня совершенного тела. Они не представляли особой угрозы. Ди Цзянь выхватил из-за спины лук и 5 стрел. Направив лук чуть вверх, он выстрелил прямо в небо. Черные стрелы рухнули, трупы инь еще не заметили людей, а стрелы уже неслись к ним. Быстро, слишком быстро, Чутянь сказал: «Отличная техника стрельбы из лука». Ди Цзянь убрал длинный лук, дружески улыбнулся и ничего не сказал. Бай Цзи Мо презрительно скрестил руки. «Незначительный навык, чем ты так гордишься? Что вы смотрите? Идите и заберите их в сердце». Бай Цзи Мо не только игнорировал Чутяня, но и сбивал с толку Ди Цзяня. И даже раздавал приказы, это немного раздражало остальных. Чутянь задумался. «У тебя, ублюдок, действительно есть комплекс превосходства. Если я один раз проучу тебя, ты не будешь думать, что помыкать людьми так легко». Бай Цзи Мо, стоя со скрещенными руками, холодно улыбнулся. «Кажется, вы не поняли». «Лужень, я пойду с тобой». Цайда потянула его за руку, опасаясь, что отряд начнет драться. Бай Цзи Мо нахмурил брови. Увидев это, в его глазах промелькнул гнев. Остальные делали вид, что все в порядке. Бай Цзи Мо был нужен им. Не говоря уже о знании местности, он знал, как избежать ловушек и опасных зон, а в крайнем случае он мог помочь отряду решить проблемы. Если в отряде был сильный товарищ, все могли расслабиться. Отношения. Они просто должны были потерпеть. Сердца трупов отличались от сердец зверей. Звериные сердца были источником энергии демонических зверей, так что хорошее сердце можно было найти, лишь убив 10 зверей. Сердца трупов были полны застывшей инь и трупной энергии, поэтому их использовали при изучении некоторых злых техник в особых алхимических рецептах и создании лекарств. Сердца трупов были ресурсом, который пользовался спросом. Чутянь не знал никаких злых техник, сердца трупов были ему не нужны, однако он мог обменять их на черном рынке и приобрести материалы, которые нужны ему. Отряд продолжал идти вперед. Долину трупов заполняли трупы инь, но все, что им встретились, были слабыми, и Цанху, Цайда или Ди Цзянь всегда за один миг расправлялись с ними. Ди Цзянь был невероятно ловким, убивая с дальних расстояний. Цанху изучал дикую технику, благодаря которой ни один труп инь не мог устоять после удара его молота. Больше всего Чутяня удивила Цайды, которая достигла 9-го уровня совершенного тела, однако у нее было много теоретических знаний, богатый боевой опыт и меч, который значительно увеличивал ее боевой потенциал. Леди Цайды явно не была посредственным человеком. Все эти технологии, боевые искусства не были на слуху у простых бродячих бойцов. Бай Цзи Мо и Чутянь не делали ни движения. Бай Цзи Мо был самым сильным, так что ему нужно было беречь энергию, чтобы справиться с любыми серьезными проблемами. Чутянь не действовал, потому что его считали живым щитом. Они получали все больше и больше сердец трупов, мешок заполнился полностью. Цанху взволнованно сказал: «Мы собрали почти 100 сердец, если поделить их, то мы можем пойти на черный рынок и приобрести у каравана великой страны Джоу хорошие лекарства или отличные инструменты». На лице Цайды была радость, а длинный меч, который она держала в руке, сверкал, как осенняя вода. «Мы уже вошли в долину трупов, так что нам придется быть осторожными». «Мы должны быть осторожными». Не успели они закончить разговор, как недалеко от них раздался страшный вой. Холодный ветер, пробирающий до костей, обдал их с головы до ног. Лицо Ди Цзина изменилось. Он сказал: «На юго-западе труп инь высокого уровня». Когда все обернулись, они увидели труп инь, облепленный грязью, который медленно полз из туннеля. Он сильно отличался от других трупов, его тело не засохло, а покрылось темно-зеленым трупным ядом и стало весьма сильным. Его взгляд, направленный на них, был настолько злобным, что им стало тяжело дышать. Цанху чувствовал, как его сердце словно сжало. У него 9-й уровень совершенного тела. Трупный яд того же уровня, нам будет трудно сражаться с ним. От беспокойства Цайда не могла сделать даже шаг назад. «Бай Цзи Мо, ты можешь разделаться с ним, не волнуйтесь». Неспешно, дразняще сказал Бай Цзи Мо: «У нас есть кое-кто, который до сих пор ничего не сделал». Цайда сжала кулаки и сердито сказала: «Цзи Мо, ты можешь сейчас не вести себя так». «Леди Цайды, почему вы беспокоитесь?» «Я защищу вас, вас не ранят». Бай Цзи Мо смотрел на трупов инь, скрестив руки, и даже не собирался сходить с места. «Просто я терпеть не могу ничтожеств, которые ничего не хотят делать». Скосив взгляд на Чутяня, Бай Цзи Мо фыркнул. «На что ты таращишься?» Отрешенно посмотрел Бай Цзи Мо на Чутянь. «Иди давай». Этому трупу инь было 100 лет, и он отправляет на смерть человека, который достиг лишь 8-го уровня совершенного тела. Трупы инь умели использовать трупный яд, если кто-то дрался с ними на близком расстоянии.
Их нужно было убивать за один удар, чтобы избежать трупного яда. Трупы Ин были монстрами без биологических слабостей, но с толстым слоем кожи этот юноша не только был слабым, он изучал искусство обороны, и приказ бороться с трупом Ин был для него равен смерти. Цайда сердито сказала: «Ты просто хочешь посмотреть, как он умрет». «Я уже говорил, что наш отряд не нуждается в этом ничтожестве, а теперь ты обвиняешь меня, хотя привела его сама?» Холодно спросил Байдзи-мо. «Если он и правда умрет, будет только здорово. Каждый получит больше сердец. Хорошо, хорошо. Ты не сдвинешься с места. Прекрасно». Сдалась Цайды. «Лужень, давай пойдем вместе». Цанху тоже не мог смотреть на Байдзи-мо, который так себя вел. «Я тоже помогу». Дицзянь ничего не сказал, но вытащил из-за спины черную стрелу и приготовился к сражению. Лицо Байдзи-мо наполнилось гневом. Но он был очень горд, поэтому проявил сдержанность. Дело в том, что сильнее всего он ненавидел людей, которые были сильнее него, так что этот паршивец не понравился ему с самого начала. Ну и что он талантлив, гения можно найти без труда. Кто мог подумать, что Цайды и остальные расстроят планы Байдзи-мо? Чутянь слабо вздохнул. Мысли Байдзи-мо были на виду. Он узко мыслил, не боялся конкуренции, однако большего достичь он не сможет. Нет нужды беспокоиться, ребята, я попробую. Ноги чуть и не тряслись, когда он выстрелил. Его тело рванулось вперед, словно стрела. Слой трупного яда на трупе стал толще, его черные когти, сочащиеся мрачной ци, понеслись к Чутяню. «Вернись. Ты не сможешь убить его в одиночку». Цайды и Цанху побледнели, Дицзянь быстро вытащил длинный лук. Чутянь достал талисман воздуха и добавил в него энергию духа, активируя таблицу. Войдя в гиперфокус, он высоко взлетел, чтобы сбежать клешни трупа Инь, и выстрелил в него из талисмана. Талисман превратился в белое копье, которое пронзило грудь трупа и теперь торчало из его спины. Вперед! Светящееся копье пригвоздило труп Инь к камню. Обычно трупы Инь не обращали внимания на обычное ранение, но этот труп пронзительно вопил, его тело дымилось, словно охваченное огнем, пока не усохло. Дицзянь даже не успел вытащить лук, Чутянь был слишком быстр. Быстро, словно свет, он разгромил врага одним ударом, будто делал это не один раз. Такой сильный вековой труп Инь был разбит всего одним ударом, на лице Цайды отразился шок. «Как ты это сделал?» Чутянь вернулся с сердцем трупа. «У меня есть светящийся талисман, который подходит для убийств трупов Инь». Глаза Байдзи-мо вспыхнули гневом, он холодно сказал: так гордится тем, что используешь талисманы. Мне действительно стыдно за тебя». Цайда разочаровалась в Байдзи-мо, она никогда не думала, что он будет таким ограниченным. Главное, что Лу Жень убил труп Инь. Его было сложнее убить, чем тех, кого мы убивали вместе, так что ты не имеешь права ничего говорить. Байдзи-мо спокойно молчал. Однако Дицзянь в панике закричал: «Дела плохи. Поблизости много трупов Инь. Нас собираются окружить». В тоннелях и пещерах раздались крики трупов Инь. На свет выползал бесконечный поток трупов Инь, толстых, со свирепыми лицами, большинство из них достигли 7-го или 8-го уровня совершенного тела. Байдзи-мо побледнел. «Я ходил по этому маршруту много раз, откуда здесь так много трупов Инь?» Большую часть времени трупы спали. Они крайне редко просыпались одновременно, вокруг них появлялись сотни трупов Инь, каждый из которых не был слабым. Над их головами раздался страшный рев. На скале, на высоте 50 метров, стоял труп Инь, одетый в рваные доспехи и драный шлем. Трупная ци, покрывшая его тело, немного подернулась черным и теперь источала миазмы. Страшнее всего было то, что половина его шерсти почернела. Здесь был сильнейший труп Инь, сила этого трупа Инь была равна силе бойца пробужденной души. Скверно. Если бы столетний труп Инь был один, они бы с ним справились. Теперь, когда появился труп Инь, достигший уровня пробужденной души, они не могли ничего сделать. Байдзи-мо сверкнул глазами. «Настало твое время. Отброс, принеси пользу. Твои оборонительные способности смогут надолго его задержать, а я пока убью его». Оборонные силы Чутяня были мощными. Но смогут ли они блокировать трупный яд? Однако Чутян был лишь на 8-м уровне совершенного тела, а мощь этого трупа Инь достигала уровня пробужденной души. Байдзи-мо хотел, чтобы Чутянь их защитил. Он хочет сбежать, пока Чутянь выигрывает время. Чутянь холодно рассмеялся и, воодушевившись, сказал: «Не стоит беспокоиться, кое-кто в нашем отряде еще не сделал ни одного удара». Цайды, Цанху и Дицзянь без сомнений смотрели на Байдзи-мо. Из них 5 лишь Байдзи-мо, находящийся на пике 9-го уровня совершенного тела, мог противостоять этому трупу Ин-Эй. «Вы что?» Бледное лицо Байдзи-мо покраснело. Чутянь сказал: «Нашей команде не нужно ничтожество, которое не желает ничего делать».
Итак, вперед. Эти слова были слишком знакомыми. Именно это говорили Чутяню несколько минут назад. Трупин сурово взревел и бросился со скалы. Его цель была ясна — Байцзи Мо, который был сильнее остальных. Он разберется с ним в первую очередь. Черт возьми! Взревел Байцзи Мо, выхватив из-за спины длинный меч, сияющий прекрасным светом, и вонзил его в труп Инь. Глава 64. Спасаясь от опасности. Его духовная энергия, проявив всю силу 9-го уровня совершенного тела, хлынула в пространство. Над ним взмыл в небо сияющий белый журавль, расправивший крылья. Меч взмыл вверх, раскалывая небеса. Острые черные когти трупа Инь столкнулись с лезвием меча. Байцзи Мо и труп Инь разлетелись в разные стороны. Какая мощь! Они были наравне. Цайды, Цанху и Дицзянь увидели проблеск надежды. Если Байцзи Мо сможет сражаться с трупом на равных, то они могут верить в победу. Пока Байцзи Мо сдерживает 100-летний труп, они могут использовать это время, чтобы расправиться с остальными трупами. У них есть шансы на победу, но Байцзи Мо так не считал. Всего одно столкновение, Байцзи Мо едва удержал меч в руках. Сила этого трупа была за пределами его представлений, и если он продолжит сражаться, то в конечном итоге проиграет. Ну что я за человек? Как я могу так рисковать ради подобных людей? Этот труп был настолько сильным, что Байцзи Мо не был уверен в своей победе, пусть даже ему и помогали бы остальные. Если труп действительно изобьет его, Байцзи Мо получит травмы. Его истинной целью были руины древней секты. Сердце трупа можно было обменять на материалы. Но это не стоит ранений, которые он может получить, я должен найти способ сбежать. Трупин снова рванулся вперед. Байцзи Мо поднял меч, белый дух журавля полетел и ударил прямо в Дицяня. Его глаза светились холодным светом. Ты что делаешь?» Дицянь ощутил ужасающую ауру, окутавшую его тело. Он паниковал, бессильно пытаясь сопротивляться. Байцзи Мо проткнул плечо Дицяня. Байцзи Мо решил сделать из него живой щит. Цайды и Сянху пораженно сказали: «Ты ублюдок! Вы лишь задерживаете меня, я не буду сопровождать вас, разбирайтесь сами». Байцзи Мо парил, преодолевая сотни метров, спасаясь бегством, он сбежал. Они и представить этого не могли. Кто-то посмел повести себя в такой ситуации настолько бессовестно. Если бы он просто сбежал, когда накал достиг предела. Но он использовал своего товарища, чтобы выиграть время для побега. Скорее, на помощь. Чутянь отбросил 2 трупов и быстро помчался к Дидзиню. Слишком поздно. Дидзянь не был готов оказаться со 100-летним трупом лицом к лице. Его уровень был ниже, чем у Байцзи Мо, он был слаб в ближнем бою. Как он мог победить его? 1 коготь. Мечи отлетели в сторону. 2 коготь. Грудь и живот отделились друг от друга. 3 коготь. Он погрузился ему прямо в грудь. Даже Чутянь не мог блокировать эту жестокую атаку. Дицзянь жалобно завопил. Его тело, залитое кровью, упало на землю. Его медленно окружали взволнованные трупы, и эта сцена вызывала у людей ужас. Дицзянь умер. На их глазах умер человек. Трупы сходили с ума. Чутянь мог лишь двигаться вперед, пытаясь остановить 100-летний труп. Удар в плечо откинул его на несколько футов назад. Звездный свет, окружавший его тело, взорвался. Такой сильный удар, Чутянь ощутил боль в распоротом плече. Рана была неглубокой, но кровь, текущая из нее, потемнела, уже зараженная трупным ядом. Трупы приближались со всех сторон. Чутянь громко крикнул: «Задержите остальных, а я разберусь с этим». Цайды и Цанху были поражены. Обычный юноша, достигший 8-го уровня совершенного тела, получил удар 100-летнего трупа и не умер. Сила этого чудовища равнялась силе бойца пробужденной души. Глаза трупа кровожадно заблестели. Открыв рот, заполненный клыками, он выстрелил черным туманом, который мгновенно окутал Чутяня. Оба смотрели в изумлении. Самым опасным был их трупный яд. Пропитанный им туман мог убить даже бойца пробужденной души. А он достиг лишь 8-го уровня совершенного тела. Разве могла быть какая-то надежда? Чутянь быстро достал бутылку с лекарством и выпил его залпом. Чистая холодная энергия заполнила все его тело, временно остановив яд. Чутянь был рад, что подготовился, потому что если бы трупный яд поразил его, то он потерял бы способность сопротивляться. Однако ему не стоило быть небрежным, труп Инь был слишком быстрым, и его сила шокировала. Он бросился вперед, и его лапа ударила Чутяня в грудь. Звездный свет взорвался, и Чутянь отлетел прочь, покинув облако черного тумана. Его тело упало, пробив в земле отверстие. Труп испускал черный туман, его нога ударила Чутяня, который лежал на земле. Чутянь едва увернулся, однако ударная волна заставила его пролететь еще несколько метров. Чутянь не был обычным человеком, у него был большой опыт боевых действий. Выровнявшись, они приземлился на обе ноги. Кулаки, словно молния, били труп Инь. Цайды поразилась, увидев, как сражается Чутянь.
Она поняла, что сила Чутеня не уступает силе Байдзимо, раз он мог сражаться с трупом в рукопашную. К тому же, он несколько раз блокировал трупный яд своей оборонительной техникой. Такой сильный, этот юноша достиг лишь 8-го уровня совершенного тела. Он мог сражаться с существом пробужденной души на равных. Цаньху взмахнул молотом, отбросив в сторону 2 трупа, и взволнованно сказал: «Нам нужно бороться, давай разделаемся с ними, они не должны помешать нашему брату». Цайда ощутила, как растет ее уверенность. Вокруг меча осенней воды вспыхнули красивые огни. 5 трупов, стоящие рядом, одновременно упали, сраженные ударом. После нескольких ударов энергия Чутеня истощилась, и он начал проигрывать. Он должен был придумать способ, который закончит сражение одним ударом. Чутянь сосредоточил всю свою энергию, и тело покрылось сверкающим полупрозрачным стеклом. На этот раз он использовал слишком много духовной энергии, один удар, и он достигнет победы. Стеклянного тела хватило, чтобы блокировать атаку Чу и ранить его. Он взмахнул рукавами. В его ладони упали 2 талисмана. Труп Ин с силой ударил Чутеня ладонью в грудь, стекло пошло трещинами, и труп отлёте на 2 метра. Время пришло. Талисманы превратились в 2 светящихся копья, которые жестоко пронзили труп. Труп жалобно кричал, беспрестанно испуская черный туман, энергия серьезно ранила его. Труп ударил Чутеня кулаком, и стеклянное тело вмиг разлетелось на куски звездного света. Изо рта Чутеня закапала кровь. Стеклянное тело рассыпалось на куски. Если труп Ин нападет снова, то жизнь Чутеня будет в опасности. Изо всех сил сжав светящееся копье, Чутянь пронзил тело трупа насквозь, да с такой силой, что копье пробило камень, находящийся позади. Оставив в нем широкое отверстие, Чутянь оттолкнул труп. Из горла трупа вырвался жалкий крик, и его тело охватило пламя, и до сей поры грозный труп Ин превратился в неподвижное обгоревшее тело. Чутянь обернулся, штаб помочь Цайде и Цанху, но другие трупы уже были мертвы. Мы действительно это сделали. Цайда посмотрела на нагромождение мертвых тел. Она не могла поверить своим глазам. 3 человек уничтожили 100 трупов Ин, которые были довольно сильны, включая совершенное черношерстное существо. Цанху был полон восхищения. «Брат, ты точно человек? Ты же чудовище!» Чутянь мертвецки устал, на его теле было множество ран. «Пойдемте собирать сердца, их должно быть или 130, или 140, и все они высокого качества». Цайде и Цанху, только что избежавшие смерти, до сих пор были полны страха. Слова Чутеня заставили их обрадоваться. Верно, это был великолепный урожай. Они собирали сердца в свои мешки, Цайде подняла в воздух мешок и блаженно улыбнулась. На этот раз наш урожай действительно щедрый. Когда мы достигнем лагеря, у нас будет около 300 сердца. Брат Лужень, нам повезло, что ты с нами, иначе бы мы погибли, не дойдя до лагеря. Я дам тебе половину моих сердец. Цанху сказал: я тоже отдам свою половину. Чутянь колебался. Это не так уж и важно. Цайда улыбнулась. Ты тяжело работал, так что перестань беспокоиться. Хе-хе, ребята, вы забыли обо мне. Раздался холодный голос. Байдзимо. Ты еще смеешь появляться здесь. Байдзимо, одетый в белое, с длинным мечом в руке, подошел, обвел глазами трупы и холодно улыбнулся, посмотрев на уставших людей. Не буду тратить время. Давайте мою долю. Цанху сердито искривился. У тебя вообще есть совесть? Байдзимо взмахнул мечом. Цанху поспешил поднять молот, чтобы блокировать энергию, но ему пришлось отступить на несколько шагов назад. Изо рта полилась кровь. Я передумал. Ребята, я возьму все эти сердца. Думаю, вы останетесь в долине трупов навсегда. Возможно, через 10 лет вы превратитесь в трупы Инь. Байдзимо не хотел, чтобы новости о случившемся распространились, поэтому решил, что они должны замолчать. Цайда не могла в это поверить. Ты хочешь убить нас? Мне очень жаль, леди Цайды. На самом деле ты мне очень нравилась. И позор, что я так и не успел испробовать твое тело. Байдзимо смерил ее непристойным взглядом, который в итоге упал на меч осенней воды. Это меч осенней воды? Хороший меч гибнет в таких руках, я смогу раскрыть его истинную силу. Чутянь медленно встал. Рано радуешься. Байдзимо пристально и злобно посмотрел на него. Ты слишком много болтаешь. Я начну с тебя. Вспыхнул холодный свет, поднялся меч. Такой дурак, как ты, хочет убить меня. Чутянь видел, как распределена духовная энергия противника, видел все его слабости. Он увернулся, избежав опасных вихрей меча, подняв ногу, он жестоко ударил его в живот. Байдзимо жалко вскрикнул, упав на камни, которые врезались в его тело. Байдзимо сплюнул кровь, белый халат покраснел, нефритовая корона упала, волосы растрепались, а на лице был ужас. Ты. Как ты посмел? Чутянь поднял меч с земли и шаг за шагом пошел к Байдзимо. Тот впал в панику. «Подожди, я не хочу, мне больше не нужны сердца».
Чутянь с жалостью посмотрел на него. Байдзимо сжал кулак. На черном рынке, мой старший брат, ты сдохнешь, если с моей головы упадет хоть один волос. Если ты осмелишься убить меня, ваши семьи будут уничтожены. Какая ерунда. Я не посмею тебя убить. Чутянь занёс длинный меч. Нет. Отчаянно крикнул Байдзимой. Холодный свет отделил его голову от тела. Чутянь воткнул меч в землю, его энергия иссякла. Почувствовав головокружение, он быстро вытащил бутылку эликсира. Цайде и Сянху безучастно переглядывались. Ты действительно убил его. Старший брат Байдзимо, боец пробужденной души, он очень известен на черном рынке. Боюсь, Чутянь посмотрел на них и сказал, вы слишком наивны. Он, не моргнув глазом, предал нас. Думаете, если бы он вернулся, со мной бы ничего не случилось. Даже если так, я бы все равно убил его. Оба смотрели на него. Верно, если бы они оставили его в живых, это привело бы к катастрофе. Чутянь отдохнул несколько минут. Трупы Инь приближаются. Быстро уходим. Сегодня обстановка в долине трупов отличалась от нормальной, большое количество трупов пробудилось, и ситуация стала абсолютно дикой. Несмотря на то, что трупов становилось все больше, им не встретились столетние трупы. По дороге они столкнулись с множеством сюрпризов, но избежали настоящей опасности. Когда на землю опустился сумрак, они достигли цели, и Чутянь наконец увидел легендарный черный рынок. Глава 65. Черный рынок. Заходящее солнце окрасилось кровью. Огромный лагерь, расползшийся по каньону, словно чудовище, выглядел полуразрушенным. Вокруг черного рынка забором громоздились скалы, его окружал глубокий ров с множеством препятствий. На сторожевых башнях стояли несколько сотен стражников, одетых в черные доспехи, готовых в любой момент отразить нападение трупов Инь. В лагере неравномерно высились каменные здания, из земли торчали камни, повсюду был разбросан мусор, источающий странный запах. Улицы были заполнены разномастно одетыми бойцами. Возможно, они были не только из разных городов, но и из разных стран. Черный рынок был местом, куда не проникал закон. Здесь соблюдался лишь закон джунглей: кто сильнее, тот и прав. Сильнейшие становились правителями черного рынка, из-за чего происходили каждодневные бои. Так что здесь появлялись лишь люди, уверенные в своих силах, иначе бы им грозили ограбление или убийство. Если их убьют, никто не будет им сочувствовать. Беспокойство трупов и не имело к нынешней ситуации некоторое отношение. Атмосфера на черном рынке казалась напряженной. Казалось, почти все люди 7 или 8 улиц, которые прошел Чутянь, обсуждают караван Великой Джоу. Приходи и посмотри. Приходи и посмотри. Рабыни-лисички из-за границы. Количество ограничено. Это уникальная возможность. Приди и посмотри. Низкорослый, тощий, рыжеволосый человек, сопровождаемый несколькими мускулистыми мужчинами, продавал рабов у дороги. Эти люди похожи на монстров. Отшатнулась Цайды. Рыжий человек был ростом лишь с метр, а мужчины возле него достигали почти 2 метров в высоту. Тело их покрывал черный мех, и они немного походили на людей-медведей. Рабы, которых они продавали, выглядели еще страннее. Все они были женщинами, а соблазнительные человеческие тела дополнялись лисьими ушами и пушистым хвостом, который выглядел, хоть и странно, но экзотически привлекательно. Это настоящие лисицы. Возле них скопились любопытные купцы. Вам повезло. Я вес этих лисичек десятки тысяч ли, все они чистокровны. Только посмотрите на эти большие груди и задницы. С такими формами они будут лучшими игрушками в постели. Рыжеволосый старик схватил одну из девушек и сорвал с нее одежду, оголив грудь. Хотите потрогать? Они большие и круглые, а инстинкты у лис крайне непристойные. Она гарантированно принесет вам радость. Когда вы приручите ее, лисица улыбалась так очаровательно, что эта улыбка могла расплавить человеческую душу. Им совсем не было стыдно. Рыжий старик продолжал нахваливать товар. Подумайте, разве есть где-то уважаемая семья, у которой нет рабов? Если вы купите сейчас одну из них, то сможете пользоваться ей сами или пустить ее к гостям. Купцы были взволнованы. Сколько? Рыжий старик быстро назвал цену. Товар высокого качества за 10 энергетических камней, товар среднего качества за 5, а низшего качества за 3. Я впервые вижу существ другой расы. Цайды пришла сюда не за покупками, а за впечатлениями. Одно дело, когда работорговцы продавали людей представителям других рас, и совсем другое, когда пленников других рас продавали людям. Цена увеличивалась в несколько сотен раз, обычную служанку без всякой силы можно было купить в стране Южного Лета за несколько десятков золотых монет.
Но в странах, где жили другие расы, они могли стоить даже 100 тысяч золотых монет, черный рынок был таким, каким его описывали слухи. Он не имел ничего общего с обычными рынками. Здесь продавали рабов других рас, оружие, заграничные материалы, континент широк, здесь сотни семей, так что не стоит удивляться, мы должны найти караван великой страны Чжоу. Разговоры прохожих разожгли любопытство Чутеня, и оно достигло максимума. «Эй, вы слышали? Руины открыты. Неудивительно, что здесь так много больших шишек. Каждый раз, когда они открываются, трупы им массово пробуждаются ото сна. Почему все эти люди здесь, если они не ищут сокровища? Я тоже хочу попытать счастье. Даже не думай об этом. Ты не сможешь войти в 10 тысяч древних могил». Люди на черном рынке обсуждали нечто секретное. В долине трупов находились древние руины, и сегодня их энергия изменилась, что привело к массовому пробуждению трупов. Это было нечто новое. За 30 тысяч лет древние руины, загадочные регионы и спрятанные сокровища перестали существовать. Некоторые зверски разграбили, некоторые разрушило время, и они не сохранились для будущих поколений. Всякий раз, когда Чутянь читал древние записи, у него щемило сердце, и он мечтал о том, как бы жил в эту эпоху. И сейчас ему выпала возможность. Погребенные сокровища, древние руины богов, знаменитые загадочные регионы, испытания огнем — почти все это еще не было открыто, эта цивилизация обошла древнее наследие стороной. Их история была в сотни раз длиннее человеческой. Следующие 10 тысяч лет люди будут развивать не по дням, а по часам, благодаря мудрости своих предков. Некоторые сокровища даже будут описаны в исторических хрониках. Однако время этих сокровищ пока не пришло. Долина трупов не была великим достоянием человечества, но здесь осталось много ценностей, которые принадлежали древней секте. Чутянь был слишком слаб, поэтому он должен был найти хоть что-нибудь полезное. Только как туда попасть? Цанху подбежал и взволнованно закричал: «Я нашел его, караван великой страны Чжоу». Он, наконец, нашел его. Черный рынок был построен слишком отвратительно. Он напоминал лабиринт, в котором можно было бродить до головокружения. Караван великой страны Чжоу находился в большом здании, на котором висели черные флаги, его окружали стражники, одетые в черное, похожие скорее на призраков, чем на людей. Почти все они практиковали злые техники. На черном рынке были люди из разных стран. Так что Чутянь совсем не удивился. Они собрали больше 360 сердец. 50 сердец низшего уровня, 240 сердца среднего уровня, 50 сердец высшего уровня и одно уникальное сердце. Так как больше всего усилий приложил Чутянь, ему досталось 3/4 трофеев, а оставшиеся сердца его товарища разделили поровну. К ним подошел старик, на лице которого была жуткая бронзовая маска. Он опирался на железную трость, а голос его был хриплым и кашляющим. «Что вы хотите купить?» Цанху взволнованно сказал: «Мне нужно оружие». Старик посмотрел на его мешок и удовлетворенно кивнул. «Первая комната слева. Можешь выбрать себе оружие среднего уровня». Из комнаты Цанху выбежал счастливый, держа в руке небольшой черный топор, поблескивающий, излучающий невероятную силу. Ха! Оружие, которое стоило десятки тысяч золотых монет, обошлось мне всего в 10 сердец. Я стал на порядок сильнее. Старик в бронзовой маске с презрением посмотрел на него. Страна ничтожных бойцов, которые ничего не знают о мире. В великой стране Чжоу этим посредственным оружием были наводнены улицы. Чутянь спросил у Цайды: «Что вы ищете?» Цайда смутилась. Меч осенней воды был оружием высшего класса, но ей не хватало боевых техник, так что она, решившись, сказала: «Мне нужны таблетки». Старик в бронзовой маске тихо сказал: «Вторая комната справа. Возьми то, что тебе нужно». Вышла Цайда с фарфоровой бутылкой в руке. Ее лицо наполнилось радостью. У них есть таблетки красоты. Это сокровище нельзя купить даже в столице центрального государства. Таблетки красоты не имели никакого отношения к боевым искусствам. Это было всего лишь косметологическое лекарство. Цанху смутился. Вы рисковали своей жизнью, убивая трупы, и купили таблетки красоты. Элегантное лицо Цайды покраснело. Она сказала: «И что с того? Для женщин важен внешний вид». Чутянь тоже немного потерял дар речи. Но он ничуть не удивился. У Цайды был загадочный статус. Она не только носила маскировку и владела оружием высшего качества. Кажется, ей не хватало денег на боевые техники, возможно, она была дочерью уважаемого семейства. Неужели она отправилась в поход тайно? Это было вполне возможным вариантом. Чутянь отдал сердце старику. «Мне нужны материалы». Старик открыл мешок, осторожно осмотрел сердце, отдельно отметив сердце столетнего трупа. «Отличное качество. Пойдем со мной». Старик в бронзовой маске лично отвел Чутяня в первую комнату справа.
Там было 500 или 600 кристаллических горшков, на каждом из которых была выгравирована таблица, чтобы предотвратить утечку ауры, поэтому каждый эликсир был в сохранности. Чутянь был шокирован тем, что в этой комнате были эликсиры, которым было больше 100 лет. Некоторые были созданы даже 1000 лет назад, обычные материалы за 1000 лет превратились в лекарства высшего качества. В эпоху Чутяня население увеличится в несколько сотен раз, континент будет уже изучен, а найти тысячелетнее лекарство станет крайне трудно. Как можно было не разволноваться? Взгляд Чутяня привлекли несколько горшков, что стояли на столе в середине комнаты. Очевидно, это были самые значимые эликсиры во всей комнате. 3 фрукта размером с кулак, которые выглядели как младенцы и испускали слабый плач, Чутянь вздрогнул. Это фрукты младенческой души. Старик в бронзовой маске несколько удивился. В этой небольшой стране есть кто-то, кто знает о них? Чутянь был несколько взволнован. Пусть он больше ничего не купит, если он получит фрукты младенческой души, путешествие не пройдет впустую, этот материал будет ему весьма полезен. Оказалось, прорваться на уровень пробужденной души не так просто, и ему не хватало материалов. У Чутяня оставалось мало времени. Если он не сможет прорваться к уровню пробужденной души, последствия будут плачевными, важность материала определяли его составляющие. Его уровень зависел не только от качества, но и от возраста. Это относилось и к растениям, и к эликсирам, святыням, средствам бессмертия, и если обычное растение просуществует 1000 лет, то оно станет эликсиром. Если пройдет 10 000 лет, то это будет уже святыней. Способность лекарств даровать бессмертие зависела от общего качества материала. Эта способность не могла появиться у обычных растений. Все материалы, которые были здесь, оказались эликсирами 1-го уровня, и только фрукт младенческой души оказался эликсиром 2-го уровня, лекарства 2-го уровня всегда стоили дороже. Лекарствами 1-го уровня пользовались бойцы совершенного тела, лекарства 2-го уровня предназначались для бойцов пробужденной души. Эти фрукты младенческой души превосходили все, что находилось в этой комнате.